Она сидела на кухне одна, 12 лет брака и пустой стул напротив. Муж ушел к другой женщине 3 месяца назад, и все вокруг говорили ей одно: забудь, отпусти, начни сначала. Но она не забыла. Она написала мне, и я сделал для нее кое-что. Кое-что, что большинство из вас даже не воспримет всерьез. Я сделал ей куклу Вуду, и через 2 месяца муж начал возвращаться. Как это работает, почему это работает и при чем тут психология? Досмотри до конца, потому что то, что я расскажу в финале, перевернет все, что ты думал о Вуду. Всем привет, если ты здесь впервые, коротко. Я нейропсихолог и практикующий эзотерик. Совмещаю эти два мира уже много лет. И нет, я не из тех, кто говорит: заплати мне и все решится. Я из тех, кто говорит: давай разберемся, что на самом деле происходит, а потом решим, что с этим делать. Сегодня я расскажу историю, реальную историю. Имен и деталей не будет, это правило, но суть, каждое слово правда. И если тебе это откликается, подпишись и нажми колокольчик, потому что такие истории я рассказываю здесь регулярно. А теперь кое-что важное. Когда эта женщина мне написала, она сказала одну фразу. Всего одну. И эта фраза объяснила мне все. Какую именно, скажу ближе к концу. Запомни этот момент. Итак, женщина из страны СНГ вышла на меня через мой YouTube-канал, написал длинное сообщение. Я прочитал, и вот что там было. 12 лет вместе, не идеальный брак. Ну, какой брак идеальный? Но рабочий. Дети, дом, общая жизнь. А потом в один день он собрал вещи, сказал: я полюбил другую, и ушел. 12 лет и одна фраза. Знаешь, что самое тяжелое? Не сам уход, а тишина после, когда ты сидишь в квартире, которая стала слишком большой, и не понимаешь, как 12 лет превратились в ничто. Она пыталась разговаривать с ним, он не слышал. Она пыталась писать, он отвечал холодно. Она пыталась через общих друзей, не помогло. 3 месяца она билась в стену. И тогда она написала мне: стоп, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Вуду, серьезно, это же куклы с иголками, это же черная магия, это же ерунда из фильмов ужасов, да? А ты знаешь, что традиция Вуду — это одна из древнейших духовных систем мира. Вуду — это не то, что тебе показали в Голливуде. Забудь фильмы, забудь иголки, забудь черную магию. Вуду — это философия связи между людьми. Связи между намерениями и реальностью. Связи между тем, что ты чувствуешь, и тем, что происходит в твоей жизни. Кукла в традиции Вуду — это не инструмент вреда, это якорь. Физический объект, через который человек направляет свою энергию, свое намерение, свою любовь. Я сейчас скажу вещь, которая удивит многих. Как нейропсихолог, я знаю, когда человек берет в руки физический предмет, который ассоциируется с другим человеком, разговаривает с ним, в мозге активизируются те же нейронные связи, что и при реальном общении. Это нейронаука, зеркальные нейроны, эмоциональная память, психосоматическая связь. И когда духовная традиция совпадает с нейропсихологией, я обращаю на это внимание. Ладно, расскажу, как шла работа. Она написала мне, мы поговорили, я задал ей десятки вопросов. Не про мужа, а про нее. Как она себя чувствует, чего она на самом деле хочет. Не вернуть мужа, а что за этим желанием. Потому что, смотри, вернуть мужа — это запрос на поверхности, а под ним может быть страх одиночества, финансовая зависимость, чувство вины, настоящая любовь. Мне нужно было понять, что именно движет этой женщиной. И я понял. Это была любовь настоящая, тихая, та, которая не кричит, но которая не отпускает. И я начал работу. Изготовление куклы заняло 2 недели. Это не 5-минутное дело. Каждая кукла — это ручная работа, индивидуальная. Я использую материал, который соответствует традиции. Каждый элемент имеет значение. Каждый узел, каждая деталь. Я работаю с намерением, с энергией, с пониманием ситуации. Это не конвейер, это практика. Потом неделю на доставку, она в другой стране, кукла дошла, и она начала работать с ней. А теперь самое интересное. Что значит работать с куклой? Она каждый день по полчаса брала в руки куклу и разговаривала. Не заклинания, не формулы, не магические слова. Она разговаривала с мужем через куклу. Она говорила ему то, что не могла сказать в лицо. То, что он отказывался слушать, то, что застревало в горле каждый раз, когда она
Я скучаю, мне больно, я понимаю, что не все было идеально, но я люблю тебя, я готова работать над нами. Знаешь, что происходило на уровне психологии? Она прорабатывала свои эмоции, она выпускала боль, она формулировала свои чувства, она перестала быть жертвой и стала активным участником процесса. Это колоссальная разница. Жертва ждет, участник действует. А на уровне энергетики, и вот тут мы входим на территорию, которую наука пока не может полностью объяснить, что-то менялось. И в ней, и вокруг нее, и да, в нем. Первые месяцы ничего, тишина, никаких изменений, и это нормально. Я предупреждал ее, как и многих, результаты не приходят по щелчку пальцев. Но она продолжала каждый день полчаса с куклой. А потом на 5-й неделе он позвонил. Не вернулся, не сказал прости, он просто позвонил, спросил, как ты. 2 слова. Как ты? Ну, после 3 месяцев молчания и 5 недель работы эти 2 слова значили все. Потом еще один звонок. Потом встреча, поговорить. Потом давай попробуем сходить вместе на ужин. Инициатива исходила от него. Спустя 2 месяца после начала работы с куклой он начал слышать ее, чего не было ранее. Не вернулся, не упал в ноги. Нет, так бывает только в сказках. Но он начал слышать, начал видеть в ней человека снова. И это начало, настоящее начало. А теперь давай разберем, почему это сработало. Я дам тебе 3 уровня объяснения. Первый – психологический. Она перестала давить, перестала звонить, перестала умолять. Она направила энергию внутрь, на себя, на свои чувства, и он почувствовал это. Когда человек перестает цепляться, парадоксально другой начинает чувствовать пустоту и тянуться обратно. Второй – нейропсихологический. Ежедневные разговоры с куклой перестроили ее внутреннее состояние, она стала спокойнее, увереннее и сильнее. И это считывается на расстоянии через голос по телефону, через энергетику. Третий – энергетический. И тут я скажу просто. Есть вещи, которые наука пока не может измерить, но которые работают. В моей практике это сотни случаев. Я видел результат, который нельзя объяснить только психологией. Но я не буду делать вид, что у меня есть все ответы. Я практик, я вижу, что это работает, и я делюсь этим. Помнишь, я обещал та самая фраза, одна фраза, которую она написала мне в самом первом сообщении. И она написала: я не хочу его вернуть, я хочу, чтобы он меня услышал хотя бы раз. Не верни мужа, не накажи разлучницу, не сделай так, чтобы он страдал, чтобы он меня услышал. И знаешь что? Он услышал. В этом вся суть. Не в кукле, не в ритуале, не в магии, а в намерении. Кукла — это инструмент мощный, проверенный веками. Но инструмент. Главное — это то, что ты вкладываешь в него. Если ты вкладываешь месть, получишь разрушение. Если вкладываешь страх, получишь хаос. Если вкладываешь любовь, получишь шанс. Не гарантию, шанс. И эта женщина своим шансом воспользовалась. Давай подведу итог. Первое. Традиция Вуду — это не черная магия. Это древняя система работы с энергией и намерением. Второе. Кукла — это якорь, физический проводник для твоих чувств и энергии. Третье. Результат приходит не сразу. Это работа ежедневная, тихая, но мощная. Четвертое. Намерение решает все. Не формула, не ритуал, а то, что у тебя внутри. Если тебе откликнулась эта история, нажми лайк, подпишись на канал, колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И напиши в комментариях, ты веришь, что намерение может менять реальность, да или нет? Мне реально интересно услышать твое мнение. Если тебе нужна помощь, консультация, разбор ситуации, или ты хочешь узнать больше о практиках, которыми я занимаюсь, ссылки в описании. Я не обещаю чудес, я обещаю честную работу. В следующем видео расскажу, какие ошибки люди совершают, когда пытаются восстановить отношения. Ошибки, которые убивают шанс. Так что подпишись. До встречи.